Привет, друзья! Можно ли вырастить огурцы в квартире при большом недостатке солнца? Особенно весной многие задаются таким вопросом. Да, если обеспечить подсветку растениям нужного спектра. Есть два основных типа подсветки. Это полный full спектр и биколор, синий плюс красный, определенной длины волны. При этом биколор в основном используется при выращивании рассады. А полный спектр подходит для всего периода вегетации растения. Для своих огурцов я выбрал полный full, чтобы потом не докупать фитолампу мультиспектра. Поиск на AliExpress выдал кучу вариантов светильников, светодиодных лент и ламп. Но все они не внушают доверия, а нужно ли спектр они выдают. Год назад ко мне попала одна замечательная фитолампа, правда очень дорогая. Эффективность была видна сразу, как только под нее в январе я переставил с подоконника рассаду огурцов. Вытягиваться огурчики перестали, и быстро появились основные листочки. На AliExpress только у одного продавца я смог найти очень похожий светильник, но в 2 раза дешевле. Посылка добралась за 3 недели, упакована очень надежно. И на удивление нет запаха дешевого пластика. Полный спектр и 18 одноваттных светодиодов. На самой лампе никаких обозначений нет, полный no-name. Приятный малиновый цвет. Ставь лайк, если любишь малину. Как видим, потребление около 18 Вт, при напряжении питания 233 вольта. Разберем, посмотрим, что внутри. Провода от драйвера очень короткие, видно, удешевляют производство. Проверим наличие термопасты и качество пайки светодиодов. По-моему, паял не робот, а качество на 4. Термопаста присутствует, добавлять не буду, и так щедро положили при сборке. Взвесим и сравним с уже проверенной. Моя старая фитолампа весит 377 грамм. Новенькая, вся блестит, приятно держать в руках. Итак, немногим меньше 375. Разберем, посмотрим внутренности у старой. Провода к драйверу более длинные, сам же драйвер в термоусадке, которая, как видим, разошлась из-за нагрева. Интересно посмотреть светодиоды, ведь потребляемая мощность примерно та же, как и у фитолампы с AliExpress. Напомню, отработала она у меня уже целый год по 14 часов в сутки. Как видим, и пайка качественнее, и светодиоды массивнее. Во время работы новая лампа нагревается до 55 градусов, против 48 у остальных. Через 50 дней после посадки первые корнишоны выросли под фитолампой. Сейчас мы их срежем, а затем взвесим. Конечно, не килограммы, но получать первый урожай всегда приятно. Выбирая фитолампу на AliExpress, не торопитесь. Внимательно смотрите описание и отзывы. Обязательно обращайте внимание на следующие моменты. Некоторые производители экономят на материалах, делая радиаторы охлаждения чуть короче. При подмене алюминия на пластик падает стоимость конечного продукта,
что отлично для производства, а вот покупатель в результате получает фитолампу с пониженным ресурсом из-за перегрева всех составных частей. Также для уменьшения веса при доставке ребра радиатора делают тонкими и непрочными. На этом пока все. Пока-пока.